Друзья, всем привет! Добрый вечер, медоеды, серферы, бездельники, девианты, всех, кто нас любит смотреть в воскресные вечера. И у нас сегодня интересный гость. Уже два раза он у нас был и вызвал такой тихий фурор в узких кругах. Ну, не только узких, потому что многим оказалась интересна эта тема. Егор Перелыгин, который рассказывает у нас про минералы. Привет, Егор. Юра, привет, добрый вечер. Ну, приятно, да, что это действительно получился такой технический фурор для определенно узких людей, да, но и в плане том, что действительно я увидел, что есть такой резонанс определенный, что люди хотят услышать больше по этой теме и немножко понять, где нас обманывают, где с нами работают в открытую, где наоборот закрытую, где подводные камни, почему мы находимся там, где мы находимся. И самое главное, какая у нас на сегодняшний день сформирована вокруг нас политическая, даже не политическая, а геополитическая повестка, да, внешними игроками, внешними акторами, и мы в это время находимся в состоянии, когда мы не можем сами на самом деле ни на что повлиять. То есть, по большому счету, Украина на сегодняшний день, она пропускает весь интересный момент, да, по критическим минералам, да, в мире. Имея все необходимые, ну, если, может быть, не все, но многие критические компоненты, которые бы позволили развить там несколько стратегических отраслей вокруг минералов. Там, да? И я напомню, что я советую всем посмотреть первую беседу, она была вводная, там Егор вот как раз показал вообще фундаментальную такую базу, как вот на глобальном уровне играют там Китай, Австралия, Аргентина, там США, вот, в минералах. Потом вторая у нас беседа была прошлая, посвящена титану, и он показал, ну, собственно говоря, как вот мы титановую отрасль можем развивать, где, на каких основаниях, там, какие приоритеты там, и так далее, и так далее. И все это получилось, ну, очень интересно, потому что я тебе скажу, что мне даже там психологи говорят, что мы уже там по 3 раза пересматриваем эфир. Вот. Да, то есть вот с Егором типа настолько интересно стало, что вот люди абсолютно не имеющие никакого отношения к этой сфере, ну, им тоже было интересно. И вот сегодня наша тема, она посвящена литию, потому что там на протяжении последних лет, по мере того, как Маск там и Китай там и другие акторы развивали всю эту индустрию, связанную с зеленым автомобилестроением, зеленой энергетикой, начала шириться мысль, что литий это нефть там, 21 века. Ну а поскольку нашим дурачкам много не нужно, и, ну, у них нефть, литий, есть литий на территории Украины, значит и есть нефть. Если есть нефть, значит можно кому-то продать. И поэтому люди, не имеющие никакого отношения ни к литию, там, ни к минералам, вот они начали столбить за собой эти площадки, там, через бабло там скупать эти месторождения. Там, или как-то, ну, короче, столбить. Для чего? Для того, чтобы поучаствовать в этом всем переделе глобальном, не понимая сути этого передела. И в результате у нашего общества, ну, а нашему обществу тоже много не нужно. То есть, там Илон Маск, Тесла, да. Литий, Илон Маск, Тесла, типа все, картинка ясна, сказочное обогащение, значит, надо просто, имея литий, сказать Маску: Маск, иди сюда, у нас есть литий, мы типа готовы тебе литий хорошо продать, за хорошие деньги, конечно же, там, да, вот, и мы будем богаты. Ну, причем под мы подразумевается, конечно же, не вся страна, а там узкая группа людей, вот, вот где-то так эта формула работает. В результате мы имеем такую, ну, не то что экзальтацию, потому что люди от войны устали прежде всего, но, скажем так, такая идет, может быть, грубо это прозвучит, но я скажу, идет такая медийная надрочка, да, вот когда там журналисты, эксперты, политики, вот, кто там еще, бизнес, они так друг другу а вот литий, а вот когда мы литий запуем, а что же мы можем предложить? Да мы можем предложить литий, Штаты типа, вот для того, как можно купить Штаты? Литием, там, да, есть, ну, формула есть, раньше нефть, сегодня литий, все, поехали. Вот, и вот сегодняшний эфир, он будет таким разочарованием для всей этой публики, потому что на самом деле все несколько иначе. Абсолютно. Да. И вот Егор Перелыгин, которого до недавнего времени возглавлял ОГКХ, буквально вот значит, на прошлой неделе еще возглавлял, а теперь уже не возглавляет, и человек счастлив. То есть он всем своим видом излучает счастье, потому что развязался с ответственной и сложной работой, вот, и может посвятить теперь себя, ну,
науке, исследованиям, Да. бизнесу Да. и, самое главное, ну, дальнейшим новым проектам, которые будут помогать, я надеюсь, промышленности и экономике этой страны, ну, как-то толкать это все дело вперед. Да. Вот. Ну, итак, давай начнем. Почему все не так? Вот в чем ключевое заблуждение по поводу лития у украинцев? Начнем тогда с главного вопроса. Почему все не так? Отлично. Хороший вопрос, я считаю, фундаментальный на самом деле, но я скажу одну небольшую предремарку. Предремарка в данном случае в том, что от чего сегодня в основном драйвится рынок лития в мире. По большому счету, главное это литий-ионные аккумуляторы, которые используются в автомобильном строительстве, автомобилестроении, то есть производство электромобилей. Значит, самый интересный момент. В мире в 2024 году, если я не ошибаюсь, произведено где-то 88 миллионов автомобилей всего. Из них от 20 до 25%, где-то 20% из них это электромобили. Значит, но я хочу перевернуть эту статистику иначе и посмотреть на то, что Китай из этих 88 миллионов произвел 31 миллион. Из этих 31 миллиона новых автомобилей, которые произвел Китай, Китай произвел где-то 12, может быть 13 миллионов электромобилей. То есть мы практически находимся уже на рубеже, когда каждый второй новый автомобиль в Китае это электромобиль. Угу. То есть Китай нам показывает конкретно направление, куда движется автомобилестроение и автомобильная промышленность. И, соответственно, драйвит абсолютно с полной уверенностью всю литиевую индустрию. Это вот предыстория такая, канва, да, потому что, ну, почему Китай важен? Вот каждый раз меня многие ассоциируют с тем, что я очень часто опираюсь на статистику, на фундаментальный анализ, на технические моменты. Какой ужас! Да, какой ужас, почему ужас. Китай, да? Нет, почему вообще все это? Если можно просто сказать, есть магия, как бы там, Да. вот из магии все рождается, а человек апеллирует к каким-то фундаментальным вещам, науке и всему остальному, что у нас как бы уже давно исключено как бы Да, из, да, у из нас- приоритетных вещей. У нас однозначно хотят очень быстрых решений, ждут постоянно вот эта любовь к мессиям, да, мессианству и так далее, и так далее. И вот в этих всех рамках я стараюсь всегда апеллировать на какие-то фундаментальные, ну, каким-то фундаментальным платформам, каким-то понятным кейсам и каким-то понятным историям успеха. И к Китаю мы еще будем возвращаться, я надеюсь, не раз, потому что очень много элементов того, что делал Китай, это то, что нужно брать и делать нам сегодня. Но дальше приходим к главному вопросу. Почему все не так? Первое. Давай посмотрим на ситуацию в мире. Кто являются, мы в первом эфире обсуждали, кто являются главными игроками в литиевой индустрии на сегодняшний день. Первое место занимает Австралия, за Австралией идет успешно Чили, потом Китай, потом Аргентина. Четверка, да? Кто пытается ворваться в эту четверку или замкнуть ее пятым местом, условно говоря? Соединенные Штаты Америки сейчас делают сумасшедший рывок для того, чтобы ворваться и замкнуть эту пятерку и, возможно, даже перегнать конкурентов. Вот этот важный момент. И дальше. Европа. Есть ли на сегодняшний день в Европе хоть одна страна, которая успешно бы реализовала бы проект в литиевой добыче и в литиевой переработке? Нет. Нету. Почему? Потому что та же самая проблема, что и в Украине. Задаемся вопросом, литий, насколько он распространенный как металл, да, в природе? Да очень распространенный. Это высокореактивный, легкий щелочной металл. В чистом виде литий, по большому счету, его хранят в чем? Ну, в чистом виде, если его вообще вывести в свою металлическую форму. Да его в керосине надо хранить. Потому что иначе в воде брось его в воду и получишь вот эту знаменитую шипучку аспирина. То есть литий это абсолютно, скажем так, распространенный, скажем так, элемент, который мы можем найти в океанах, в соленой воде, в рассолах, в солончаках, да, в геотермальных рассолах подземных, да, в куче пегматитовых сочленений, то есть в минералах твердых пород, в глинах. И в других, в слюдах, например, да. То есть это абсолютно распространенное, скажем так, явление. Но каждый раз возникает вопрос, а можем ли мы с экономической целесообразностью его достать,
обогатить, переработать и что-то с ним сделать или продать на дальнейшую цепочку переработки, чтобы это имело под собой хоть какой-то нормальный экономический бизнесовый эффект. Потому что работать в минус практически никто на сегодняшний день себе позволить не может. Ну, это нормально. Ну, работа в минус — это, как правило, либо удел, скажем так, рвущих рынок гигантских игроков, которые пытаются его сознательно обвалить для какой-то цели, или это удел тех, кто потом идет, мягко говоря, в банкротство. Что мы и успешно наблюдали с компанией Northvolt шведской, которая откусила кусок пирога больше, чем она смогла проживать. Хочу сказать, что для меня лично вот компания Northvolt, которая подавала сумасшедшие надежды, как серьезный переработчик лития, как серьезный производитель аккумуляторных компонентов и так далее, для меня это была компания с большими надеждами, потому что я надеялся, что вот наконец-то появился этот рыцарь на белом коне, который сможет хоть что-то сопоставить Китаю. Более того, интеграция под боком у тебя Volvo, у тебя хороший контракт на поставку компонентов, и у тебя хороший контракт на поставку химии на BMW и так далее, и так далее. То есть для меня это была трагедия, когда Northvolt рухнул, как для человека, который работает в индустрии критических минералов. Соответственно, почему рухнул Northvolt? Да потому что он просто элементарно, не смог конкурировать по себестоимости ни с одним китайским оператором и ни с одним корейским или японским оператором, потому что глубокая переработка лития, глубокая переработка компонентов, или других элементов, необходимых для аккумуляторного строения, и само производство компонентов, это доминирует кто на сегодняшний день? Да на сегодняшний день доминирует Китай, Южная Корея и Япония. У Китая две компании. Какие? CATL. То есть Cattle, как мы его называем там, у нас в стране, да, и BYD, да, они контролируют больше 50% мирового производства аккумуляторов. Две китайские корпорации. Третьим замыкает LG корейская. Потом идут там Panasonic, SK-1, Samsung и так далее. То есть все, три страны доминируют глобально полностью эту индустрию. Соответственно, Northvolt, которые попытались одновременно, набрались кучу долгов, набрались кучу equity инвестиций, взяли деньги у таких гигантов, как Goldman Sachs, например, и так далее, решили одновременно, все и сразу, командой, это знаменитый сейчас факт, 200 менеджеров, да, топ-менеджеров, команда топ-менеджеров была 200 человек, решили такой небольшой командой строить 3 фабрики, 3 отдельных, независимых от себя, в единую цепочку они строятся в итоге, но все равно по процессам они независимы. 3 производства одновременно. И в итоге отсутствие технологий масштабирования, отсутствие людей каких? Специалистов узкопрофильных, специалистов-химиков, специалистов-инженеров, отсутствие реально необходимых мощностей станков, роботизации для того, чтобы выдавать больше продукции, как это делает Китай, потому что Китай все строит по принципу умножь мощностя на 2, да, вот, или на 3, да, вот они сразу так закладывают. И самое главное, отсутствие конкурентоспособности, то есть себестоимость слишком высока. Соответственно, когда я увидел это обрушение Northvolt, для меня это был, конечно, такой определенный шок, потому что 5 миллиардов долларов долгов компания ушла в банкротство, но это было что-то, конечно, чтобы наблюдать. Итак, и тут мы такие появляемся. Украина. Здрасте, у нас есть литий. А какой литий у нас есть? У нас, я вот в первом эфире рассказывал, у нас есть литий, был, есть, потому что, территория наша, но она оккупирована. Был литий в Шевченко, то есть Донецкая область, хорошее сподуменовое месторождение, и Кировоградская область. Момент. Кировоградская область, сочленение эпиталита и сподумена. Специфическая серия месторождений, рудопроявлений и участков. Момент. А давай теперь посмотрим на то, что происходит реально в мире, в горной добыче. И почему горная добыча и процессинг лития в мире, так как он выглядит и так как он выстроен, делают Украину, лишают Украину возможности вообще быть игроком в этой всей истории. Итак, идем в самый первый момент. Источники лития, источники переработанного лития, продукта уже, который именуется LCE. Литий, то есть Lithium Carbonate Equivalent по-английски, то есть карбонат лития и его эквиваленты. Итак,
с чего мы начинаем? Мы все абсолютно считаем всегда по LCE. То есть это такая унифицированная, скажем так, стандартная система оценки, потому что это самый важный продукт для того, чтобы потом его применять в аккумуляторном строении и так далее, и так далее. Итак, смотрим. Источники LCE в мире. Первое. У нас есть основные источники в виде твердой породы. Сподумен. Сподумен самый распространенный минерал для того, чтобы произвести потом или карбонат лития, или гидроксид лития. Два продукта, которые используются в аккумуляторах. Первый момент, значит, зафиксировали. Есть сподумен. Вокруг сподумена есть еще петалит. Петалит — минерал с более слабым содержанием. Процесс обогащения и переработки практически идентичен сподумену. Очень часто находят их вместе или рядом. Но в экономике петалит всегда будет проигрывать сподумену из-за того, что содержание на 30-40% меньше, чем в сподумене. Первым. Потом у нас есть лепидолит. Лепидолит — это распространенный минерал, который мы именуем слюдой, то есть более мягкий минерал, чем, например, тот же сподумен или петалит. Дорогущий минерал в обогащении. На сегодняшний день единственная страна, которая умело его перерабатывает и что-то с ним может сделать, это Китай. Замыкаем основные твердые породы. И смотрим на глины. На глины на сегодняшний день реально практически никто в большом промышленном объеме еще не работает на глинах. Глины — это, например, в Сербии месторождение Жадар. Глины — это определенные месторождения в Америке, которые сейчас планируются к разработке в США. Глины — это определенные месторождения в Китае. Окей. Оставляем чуть-чуть на будущее, но их будут подтягивать однозначно. После этого рассолы. Рассолы где у нас основные находятся? Рассолы у нас это Чили, Аргентина, Боливия, Соединенные Штаты Америки и Китай. Самый дешевый способ добычи лития. Добыча из солончака. Дальше, после рассолов идет геотермальные рассолы. Другая специфика. Агрессивная среда, горячие высочайшие температуры, давление и, самое главное, коррозия для оборудования. Любого. Но, тем не менее, процессы и эксперименты идут. Источник лития возможный. Я не беру океан и соленую воду, я не беру переработку уже существующих аккумуляторов. Вот мы определили наши источники. Значит, что нам нужно подумать после этого? Продумать и обговорить. Нам нужно посмотреть на то, сколько на сегодняшний день, в 2025 году, в котором мы уже живем, сколько в мире будет потребляться карбоната лития и его эквивалентов. Значит, я долго сводил там определенную статистику, изучал, смотрел. Я выхожу на цифру, что мы где-то будем находиться на отметке в 1 300 000 тонн LCE в год. 2025. 300 тысяч или 300? 1 300 000, да. 1 300 000 тонн в год в 2025 году потребления. Спрос в первую очередь. Можешь, да, если помнишь, в каком процентном соотношении там Австралия, Чили, Аргентина, вот 1 300 000 Китай, вот из да, этих. значит, сейчас, значит, 1 300 000 это спрос. Мощностей я насчитал почти на 2 миллиона. То есть, чтобы ты понимал просто, почему я вот иллюстрирую, что мощностей однозначно больше существенно. Кто-то может спорить, что их там 1 800 000, кто-то скажет 2, но там в зависимости от того, как запускаются определенные новые проекты. Значит, на сегодняшний день доминирует в этой истории Австралия. Опять же, Австралия в майнинге доминирует. Она доминирует в добыче самого сырья. Но она не доминирует в переработке. В самой переработке и выходе конечного LCE доминирует Китай, который держит 60 с лишним процентов в мире сегодня. То есть посчитать, тут нужно разделять на горную часть и на перерабатывающую часть.
Соответственно, пятерка, она на самом деле не поменяется. Просто у них будет переставляться соотношение. Да. Но если Австралия доминирует и держит там 40 с лишним процентов горной части, 45, 48, там, в зависимости от года, может до половины, да, то в переработке Китай это 60-65% сегодня. То есть, по сути, значительную часть, если не всю часть, которая добывается в Австралии, Китай приголяет корабли, забрал, как бы, и... Абсолютно верно. Интересно, а почему ли сделали, как бы, запуск мотоцикла? Слишком дорого? Слишком дорого, но сделали. Самое смешное другое, сделали с кем? Сделали с китайцами. То есть китайские инвесторы пришли в часть австралийских компаний, заняли определенные доли и совместно JV, то есть в определенных СП, да, работают или в определенных проектах работают совместно. То есть Китай и Австралия, они имеют такую очень-очень специфическую историю взаимоотношений. Китай это такая, как бы, большой карьер, Австралия такой большой гигантский карьер, Китай это такой большой гигантский, скажем так, ну, перерабатывающий цех, да, если так упростить максимально. И, соответственно, соотношение, ну, взаимоотношение у них всегда было именно таким. Оно всегда строилось на том, что Австралия гонит свой, скажем так, свое сырье на переработку в Китай. И так оно исторически. Поэтому Китай со своими технологическими ноу-хау пришел в Австралию, и очень много проектов сейчас реализуются, скажем так, на местах вместе с Китаем. Причем, заметьте, это несмотря на то, что Австралия занимает особое место в геостратегических планах США и, ну, по сути, является одним из ключевых участников, как бы, вот, оборонного альянса. Там, да, и я почему на это акцентирую внимание, что вот просто смотрите, как работают умные страны. То есть они могут находиться в стратегическом конфликте с тем же самым Китаем, но походу это вообще не мешает сотрудничать, причем даже в приоритетном порядке с Китаем, для того, чтобы, ну, помаксимализировать те возможности, которые дает там твоя экономика, там, твои недра там, и все остальное. Абсолютно, абсолютно. То есть нужно уметь выстраивать экономические приоритеты и нужно уметь выстраивать экономические взаимоотношения с другими партнерами для того, чтобы максимально выжимать из тех ресурсов, которые у тебя есть. Соответственно, мы нарисовали такую канву базовую нашего, скажем так, исходного сырья. Дальше у нас возникает необходимость, в чем? Нам возникает необходимость его переработать. Перед тем, как я сейчас пойду туда, я хочу сказать, что, значит, вот мы определили, что в 2025 году 1 300 000 тонн карбонат лития и его эквивалентов там будет необходимо для рынка. Сколько же будет необходимо к 2030 году? Почему? Потому что мы говорим, очень часто удобно оперировать пятилетками, это во-первых. Во-вторых, потому что я хочу проиллюстрировать одну очень важную деталь и корреляцию для того, чтобы наши зрители и слушатели поняли, почему Украина находится в очень-очень слабом и нехорошем положении, если она вообще теоретически хочет даже заходить в эту историю. Так вот, значит, смотри. Что интересно, значит, вот эти 2 миллиона тонн мощностей, которые есть доступны на сегодняшний день, плюс-минус, да, ну, там можно меня корректировать, понятно, из них порядка 750 тысяч это производство карбонат лития из рассолов. Из них где-то процентов 30-40 это Китай, остальное это Чили и Аргентина. Значит, дальше. 800-900 тысяч, где-то 900 даже 900 тысяч, 900-950 может быть, это сподумен. Соответственно, там доминирует кто? Там доминирует Австралия, там немножко лезет Китай, там есть немножко Африки и так далее, но в целом там доминирует полностью Австралия. Дальше. Все, что нам остается, это глины, липидолит, геотермальные растворы, рассолы и так далее, и так далее. Ну, геотермалку я ее вообще хочу вывести в отдельную, скажем так, историю. Соответственно, смотрим на ситуацию. Что определяет экономический смысл в работе с литием? Твоя себестоимость. За сколько ты можешь произвести карбонат лития? Я не просто так давал вот эту разбивку, да, и как бы сейчас хочу сказать, что я к 30 году ожидаю, что спрос будет где-то в районе 3 миллионов, от 3 до 3,2 миллионов тонн ЛСЕ. То есть,
Если спрос сегодня 1,3 будет в 2025 году, то где-то в 2,5 раза он вырастет к 30. Итак, ну, мощностям мы же тоже понимаем будут расти в определенном, скажем так, в определенной динамике. Итак, что мы имеем? Самый дешевый способ добычи лития и производства карбонат лития из рассолов мы получаем где-то себестоимость на 1 тонну где-то 5-5,5 тысяч долларов. Может быть чуть больше. Первый тезис. Второй тезис. Сколько стоит произвести 1 тонну из сподумена карбонат лития и его эквивалентов? В интегрированном, вертикально интегрированном бизнесе с возможностью извлекать максимальную эффективность из всей цепочки, это где-то 9-9,5 тысяч долларов на тонну. В худшем случае, когда ты оторван от интеграции в какую-либо цепочку, например, ты, какая-то страна на отшибе, которая вдруг решила добывать, нашла у себя сподумен, решила его добывать и перерабатывать, и если вот ты посчитаешь экономику, то у тебя плюс-минус ты выйдешь в 13-14 тысяч долларов на тонну. Это вторая группа тезисов. Третья группа тезисов, сколько стоит переработать лепидолит, который сложный очень, это слюда, она специфическая, она мягкая, она со своими нюансами. Где-то 14-15 тысяч долларов за тонну. Вот мы определили себестоимость. А теперь, внимание, вопрос. Какая сейчас цена на рынке мировом? А цена на рынке мировом 10 500 долларов. А какая цена в Европе карбонат лития? 12 тысяч долларов. Ты видишь отсечение сразу, которое происходит любого, кто хочет зайти на этот рынок? Оно моментально сразу видно. Значит, соответственно, я могу сказать, что где-то 900 тысяч тонн ЛСЕ из вот этого заявленного спроса мы гарантированно сможем удовлетворить с очень-очень хорошей себестоимостью и с хорошей экономикой. Еще там 300-400 тысяч, они будут где-то с адекватной экономикой, небольшой маржинальностью. И еще где-то 100-200 тысяч, они будут, скорее всего, уже в легком минусе. Все остальное, оно вынуждено будет либо вылететь в простой, либо будет вынуждено находиться в очень-очень жестком минусе для того, чтобы работать на рынок. Из-за этого в 2024 году целый ряд игроков был вынужден останавливать свои производственные мощности. Итак, почему такая дорогая себестоимость в переработке, например, твердых пород? Да очень просто. Потому что твердую породу надо добыть в открытом карьере. Ее надо обогатить. Сначала ее надо переработать очень простым способом, старой доброй гравитацией, а потом пустить на флотацию. Потому что, как многие у нас не совсем понимают, для того, чтобы выдержать стандарт первичного концентрата СК6, сподуменовый концентрат 6%, это стандарт рынка. Для того, чтобы его сделать, нужно пройти флотацию. У нас многие не понимают, что это обязательно, это необходимо. Почему? Потому что полевые шпаты, потому что кварцы, потому что оксиды железа, это все надо чем-то выбивать, это все надо чем-то убирать. И именно в данном вопросе вопрос решает флотация. После этого термичная обработка, в печь, его надо прожарить и так далее, как мы говорили в прошлый раз, из альфы в бета, да, и потом кислотное выщелачивание. Спасибо, серная кислота нам в этом поможет. Кто у нас лучше всего в мире работает с серной кислотой? Китай. Кто лучший производитель, скажем так, всего, что связано с серной кислотой? Китай. Соответственно, у Китая самые передовые технологии. Итак, мы понимаем то, что дорогое очень удовольствие перерабатывать твердые породы. Если у тебя доминирует петалит, сподумен, как я уже сказал, интегрированный в цепочке в районе 9 тысяч долларов себестоимость, да, а если не интегрированный, то ты вылетаешь туда, в 12, 13, 14 тысяч долларов, ты уже не в рынке, ты уже непонятно где. С петалитом ситуация хуже, потому что петалит, все проделав то же самое, затратив 12-13 тысяч киловатт-час на то, чтобы это что-то, 12-30 мегаватт-час, да, на то, чтобы получить эту 1 тонну, да,
у тебя выходит хуже концентрация, тебе надо переработать больше массы, чтобы получить то же самое, что ты делаешь на сподумене. Соответственно, ты еще постоянно сражаешься с тем, чтобы переработать больше массы. Ты проиграл, уже начав. То есть у тебя должна быть, для того, чтобы была сильная позиция, у тебя должна быть как минимум очень дешевая электроэнергия для того, чтобы переработать как бы это все. Потом, возможно, дешевая рабочая сила, как бы там, Да. еще как бы маржинальность позволит. Потом у тебя должны быть очень высокая эффективность переработки, как бы, соответственно, у тебя должен быть какой-то сильный технологический цикл, который ты вытащил, как бы там. Да? И у тебя должна быть адекватная, хорошая ресурсная база, в которой бы больше бы доминировал бы сподумен, а не петалит, если мы говорим про твердые породы, да. Потому что мне многие говорят, не, ну петалит, там все, еще можно, посмотри, в мире работают с петалитом. Я говорю, да, посмотри. Я говорю, кто у нас главный производитель петалитовых концентратов и его перерабатывает в мире? Зимбабве. Сколько у них доля? Они еле 1% в мировом производстве могут, скажем так. И я еще не удивлюсь, если там китайцы те Там же самые. абсолютно верно. Да. То есть о чем мы говорим? Петалит очень часто может, он либо перерабатывается для керамической, стекольно-керамической индустрии, он используется в небольших количествах, либо для медицинской индустрии, либо он идет как дополнительный продукт, когда перерабатывается сподумен в общем цикле. Но он никогда не есть основным ключевым продуктом, который потом качественно можно переработать и продать. То есть качество ресурсной базы также и влияет, критически влияет на вот это все удовольствие. Смотрим на наши реалии. У нас в Кировограде на многих проявлениях доминирует именно петалит. Единственное нормальное сподуменовое месторождение, как я уже говорил, мы потеряли в Донецкой области. И то я добавлю, что даже в том месторождении был нюанс с вкраплением липидолитовых, да, которые пришлось бы, то есть они вроде как на балансе посчитаны, да, но обогатить их в одном цикле было бы нереально. Такой с технологией была бы проблема. Соответственно, что нам позиционировать и продавать? Петалитовые месторождения или очень-очень сложные, недоразведанные комплексные месторождения сподумена и петалита вместе? Если цена будет держаться 10 500, 12, 13, 14 тысяч долларов на тонну, Нерентабельно. Мы не рентабельны. Нужен рывок цен на литий. Нужен рывок, если абсолютно. будет 20 тысяч, то тогда становится рентабельно. Значит, вот я вот к этому приду. Да, ты правильно. 20 тысяч и старт. Не просто 20 тысяч будет. Как последний рывок, который был на рынке лития и в индустрии, он видел, когда тонна долетала до 80 тысяч долларов. То есть это был главный стимул того, что стали пробовать заходить в технологию прямой экстракции, то есть из геотермалки как раз, в технологию прямой экстракции из солончаков, из подземных озер, да, из подземных соляных озер, да, стали пробовать работать с глиной, стали пробовать работать с липидолитами и так далее, и так далее. И вот именно тогда вот этот драйв в ценах, он создал огромное количество предложений на рынке и новых проектов, в том числе, которые пришлось поставить в простой на сегодняшний день. Итак, что мы имеем? Мы имеем следующую ситуацию, что Китай параллельно со всем этим процессом, который понимает, что ему нужно наращивать. Китай полностью занимается электрификацией всего, да. США уже тоже начинают понимать, что несмотря на драйв, скажем так, в нефтегазовой сфере, который они, скорее всего, сейчас организуют, им все равно придется тоже прийти к электрификации, к новым технологиям, потому что какие тренды сейчас в новой технологической парадигме? Роботизация, автоматизация, электрификация, то есть максимально, скажем так, технологии без выбросов, технологии с максимальной автоматикой. Соответственно, что мы видим? Мы видим наращивание возможностей в Китае. Китай активно открывает месторождения у себя на территории и декларирует о том, что они будут экономически целесообразны. А Китай умеет сделать очень много месторождений экономически целесообразными. Китай пробует себя в новых технологиях переработки глин, переработки слюд, как липидолит. И просто фигачит без остановки новые патенты, без
ну просто без тормозов. И Китай уже начинает обсуждать то, что нужно подумать о вводе экспортного контроля на нашу технологическую базу, на наши патенты, на наши, скажем так, прямые технологии. На все. Добычу сподумена, переработку сподумена, прямая литиевая экстракция, химия катодов, прекурсоры и так далее, и так далее, и так далее. То есть Китай уже начинает потихонечку давить. Уже так давить, уже, ну, не, скажем так, абсолютно без намеков. Да? Мгм. Значит, в это же время мы видим, как мы в первом эфире говорили, Чили и Аргентина начинают тоже включаться в процесс. Чили очень активно сейчас наращивает свою технологическую базу. Компания SQM, которая базируется в Чили, это входит в пятерку мировых самых больших производителей. В Аргентину заходит на проект Rincon, мы видели Рио Тинто, да. Но самый большой интерес в том, что же будет делать Америка, что же будет делать США. И почему наш возглас или крик «Америка, посмотри на наш литий», да, почему это не сработает? Очень просто. В Америке на сегодняшний день есть всего один проект, есть всего одно месторождение, которое работает постоянно на производство карбонат лития. Ну, гидроксид, карбонат эквиваленты. Это Silver Peak, компания Albemarle. Такое специфическое очень название. Абсолютно небольшое количество продукта, около 5000 тонн в год. То есть, ну, как мы уже сказали, в рынке 1 300 000, да, 5000 это небольшое количество. Это единственный работающий проект. Но параллельно что происходит? Компания Ionir, или Ionir, правильно говорить, от слова ион и пионер. Австралийская компания Ionir, которая взяла два слова и сложила в один бренд. Да, получает $1 миллиард кредита от Министерства энергетики США на то, чтобы развивать свой проект под названием Rhyolite Ridge. Первый момент. Rhyolite Ridge уже декларирует о том, что они смогут давать минимум 20 тысяч тонн продукта в год на рынок в ближайшие 4 года. Первый момент. Мы уже идентифицировали Silver Peak, вот Rhyolite Ridge. Дальше у нас идет Tucker Pass, месторождение. Именно в Tucker Pass была интересная ситуация с тем, что вот этот был цветок гречихи, за который все ботаники, экологи бегали, сражались и не позволяли там проводить никакие работы. Они ушли там в суды, там, ну, короче, там была полностью скандальная история. 6 лет замороженные работы какие-либо были. Значит, сейчас этот проект размораживается. Министерство энергетики США предложила больше 2 миллиардов, не предложила, а подписала больше $2 миллиардов на развитие данного проекта. Двухэтапная часть, скажем так. И инвесторы со своей стороны вкладывают отдельно. Проект стоимостью $2,9 миллиарда. Вдумайтесь. Ну вот вдумайтесь. $2,9 миллиарда. Чтобы выпустить на рынок сначала 40 тысяч тонн продукта, потом еще 40. 80 тысяч всего через где-то 5-6 лет. Ну, то есть 40 где-то в течение 3-4 лет и еще 40 потом. Потом проект Smackover в Арканзасе, штат Арканзас. Что такое проект Smackover? Это бывшие нефтяные поля, где в Арканзасе добывалась нефть. И в процессах, когда там добывалась нефть, на глубинах где-то 3000 метров, ну 10 тысяч футов, это где-то 3000 метров, были найдены в огромнейшем количестве солончаки, соленые озера. Как ты думаешь, а кто ж там очень легко и очень быстро оказался? А там очень быстро оказалась корпорация ExxonMobil, которая де-факто и была, скажем так, родиной изобретения литий-ионовой батареи. И оказывается, ExxonMobil именно там, именно в правильное время, именно с самым правильным, скажем так, самым дешевым способом добычи, да, и так далее, и так далее. И начинает разработку, ну сейчас идут все подготовительные процессы, геология уже полностью завершена.
и декларируют о том, что 50-100 тысяч выхода продукта конечного, карбонат лития, им по силу. Параллельно заходит еще небольшая Standard Lithium, которая тоже занимается тем же самым, только с другой стороны месторождения, и говорит, что 20-30 тысяч тонн они тоже смогут сделать. Это уже 4-й проект мы обсуждаем. И 5-й проект. Калифорния. Мертвая, так знаменитая мертвая Salton Sea, то есть море Салтона. Токсическая, грязная, сложная. Почему? Salton Sea это где-то на юге Калифорнии, где-то 50 миль от границы, ну то есть там 70, 80, 90 километров от границы с Мексикой. Регион аграрный, внутреннее море, которое впитало в себя абсолютно все возможные пестициды, абсолютно все возможные сливы от удобрений, плюс сухой отвратительный климат, который полностью создал вот этот, скажем так, завихрень, да. И самое другое, там 18-20 станций по генерированию зеленой энергетики из геотермальных источников. Короче, если есть место, вот как в книгах Стивена Кинга, да, там или еще кого-то, да, то это там, да. То есть идешь, дохлая рыба, скелетики валяются, и вот это море, которое все усыхает и поднимает на поверхность вот этот есть яд. Это самый проблемный регион на сегодняшний день в Калифорнии. Самая высокая концентрация людей, больных астмой в западном побережье США. Ну не просто так. Но геотермалка. Что же там нашли? А в высококонцентрированных геотермальных рассолах нашли литий. И туда побежало еще 3 компании. При этом среди них Berkshire Hathaway и Уоррена Баффета. С проектами по добыче. Почему? Да потому что там эти 18-20 геотермальных станций это прямой источник электроэнергии под боком, который может полностью запитать данный проект. Да, переработка сложная, агрессивная. Почему? Потому что тебе нужно строить компоненты из 3 элементов. Тебе нужно использовать всякие пластиковые составляющие, которые не будут подвержены коррозии. Тебе нужно использовать нержавейку и тебе нужно использовать металлический титан. Очень дорогие материалы. Но само, скажем так, расположение и сколько занимает место такое производство, да, оно минимально по сравнению с карьерной системой и системой горно-обогатительного комбината. Или оно минимально по сравнению с системой 16, 18, 20 озер, которые используются в Чили или в Аргентине. И о боги, да, как там говорят, наконец-то появилась чудо-технология в виде прямой литиевой экстракции. Что дает прямая литиевая экстракция? Она использует определенный материал, абсорбент, для того, чтобы прогнать геотермальный рассол агрессивный и вытянуть из него литиевую составляющую, загнать ее в состояние хлорида лития и потом отправить на переработку и сделать из него карбонат лития. Это же, наверное, миллионы тонн такой воды надо, как бы рассола такого, да? Да, его надо миллионами тонн прогонять и потом закачивать назад. То же самое. Чтобы не было проседания. Конечно, чтобы не было проседания грунтов и так далее. Но самый интересный вопрос в другом, что вода, скажем так, вода возвращается назад. Хоть она пусть и агрессивная, и коррозионная и так далее. В солончаках также можно применить прямую литиевую экстракцию. То есть вот эта ситуация с месторождением Salton Sea создала определенную лавину технологических идей, технологических движений для того, чтобы в том числе пробовать эту технологию на обычных традиционных солончаках и уйти от этих, надоевших всем озерам, да, которые видны из космоса очень часто даже. Соответственно, эта технология применяема и там. И назад вернется вода обычно. Вот 5 агломераций литиевых проектов в Америке. Значит, если США в ближайшие 5-6 лет это все дело реализуют, по моим расчетам, минимально они смогут выдавать 300-350 тысяч
тонн продукта в год. Мгм. А если они реально возьмутся за это дело, и дядя Сэм реально, ну, как ты ж видишь, ну, $1 миллиард австралийцам, да не вопрос. 2 миллиарда с лишним долларов местному игроку, да не вопрос. Еще и объединяют таких инвесторов, как Уоррен Баффет и Berkshire Hathaway. Ну, И Потому что они решают стратегическую задачу. Абсолютно. Они поняли, что зависимость Китая стала настолько опасной, что необходимо вложиться Да. и создать как минимум свою автономную систему, которая позволит как минимум свои автономные задачи решать. А по максимуму как бы там еще какие-то доли на мировом рынке откусывать как бы с этим заходом. абсолютно. И если они пойдут такими темпами, то мы можем говорить про от 500 до миллиона. От 500 тысяч до миллиона тонн. То есть Америка, если она правильно поставит перед собой эту задачу, а она ее уже правильно ставит, и правильно будет выполнять ее, то у них есть все шансы взять в итоге под контроль 25-28% мирового объема. И в итоге у нас будет Китай, США, Чили и где-то еще там Аргентина. Да? Вот путь, который прокладывает перед собой американская система. Они всегда были хороши в нужный момент. Да, они перепробуют все неправильные решения, да, но, как говорил Черчилль, да, но в итоге они примут правильно, да, после того, как перепробуют все неправильные. Потеряют кучу времени. Да, потеряют, но в итоге они примут правильно. Теперь смотри, нужны ли мы американцам в таком раскладе с нашим литием? Нет. Почему? Потому что они и у них строится интегрированная своя полностью цепочка там на местах. Где-то это будет синхронизация процессов вместе с геотермальной энергетикой. Где-то это будет сразу же синхронизация с аккумуляторным и автомобильным строением. Где-то что-то еще. У них уже выстраивается полностью цепочка. Плюс Inflation Reduction Act. Скажем так, закон, который позволяет реально финансировать подобные проекты. А мы говорим про суммы не 1 миллиард долларов, мы говорим про десятки миллиардов долларов, которые надо вкладывать в эту систему. Потому что просто выкопать карьер, просто выкопать яму, это даст максимум всего лишь обычный рудный концентрат. Это не даст какой-то продукт. Ты попробуй потом этот рудный концентрат продай где-то. Ты его потом попробуй. Ты попробуй продать 6% сподуменовый концентрат в Китае из Украины. Тебе, Довези его сюда. Довези его. Логистическое плечо, длиннее, чем с Австралией в разы. Да, и у тебя 94% пустой массы, да, идет в корабле. И на тебя посмотрят все, да, покрутят пальцем у виска и скажут: ребята, вы что, да, чем вы занимаетесь? Точно, да? Необходимо, чтобы на месте был концентратор, какой-то кабелат по концентрации. А дальше все упирается в то, откуда он берет энергию и вот все то, что всю эту красоту, которую мы сказали. Да, да. А дальше мы упираемся в то, что у нас нет дополнительных источников энергии на текущий момент, и сама по себе энергия дорогая, потому что наше государство последние 10 лет проводило самоубийственную политику и повышало цены на электроэнергию для промышленных потребителей до мирового уровня, как бы там до рыночной стоимости, что делало производство, в принципе, неконкурентоспособным. Абсолютно. И у нас электроэнергия дороже сегодня, чем в Западной Австралии или чем в Китае, существенно дороже, чем в Китае. И, соответственно, мы пришли к моменту, что мы можем предложить. Вот дальше, смотри, интересный момент. Построить всю цепочку. А как мы построим всю цепочку сразу с аккумуляторным строением? Если шведы, Northvolt в партнерстве с такими компаниями, как Volvo, и имея уже подписанные оффтейк контракты с BMW, не смогли это сделать. И имея доступ к ресурсу денежному, сумасшедшему. Да. Goldman Sachs. Да, Goldman Sachs дал просто. Там, когда называют, сколько они привлекли чистого капитала, там 12 или 14 миллиардов долларов. Да, нам такие деньги и не снились в плане вот в один проект вложить. И они не смогли. То о чем говорим мы с неподходящей минералогией, с неподходящей химией, с отсутствием конкурентных цен на электроэнергию и еще с кучей других проблем. И в это время, здрасте, у нас снова на повестке появляется Китай. Я очень люблю такую экономистку,
реально получаю море удовольствия, слушая ее лекции, там, выступления, книгу, вот последнюю там читал, называется The New China Handbook, новая китайская методичка. Ки Юджин, ну, шикарнейший как бы профессионал, эксперт. Я считаю, что в Лондонской школе экономики это один из лидирующих на сегодняшний день экономистов. Она прекрасна, ну, наверное, и в мире это один из лучших специалистов по Китаю на сегодняшний день. Изначально образование доктор наук Гарварда, да, там и так далее, и так далее. То есть очень сильный специалист. Она очень хорошо описала ситуацию в Китае, о том, что Китай все сделал очень правильно в своей промышленности, да, и вот в том числе в критических минералах, благодаря к чему? Благодаря определенной политической централизации и параллельно экономической децентрализации. Но в чем был фокус? А фокус был, как она это назвала термином, экономика мэров. То есть все очень просто. Мэры, хоть они и являются личностями, которые принадлежат одной партийной линии, их заставили конкурировать между собой за инвестиции, за технологии. Их сначала очень жестко контролировали по показателям ВВП. И все началось с индустриализации. Все мэры пытались создать вокруг себя правильное количество промышленных площадок и специальных экономических зон, чтобы запустить быструю индустриализацию, прилегающую к городам. Чтобы что? Чтобы запустить процессы урбанизации, роста среднего класса и, соответственно, перейти на тот момент, когда они уже смогут получать максимальную экономическую выгоду от роста и развития рынка недвижимости и земли. То есть нужно было пройти весь этот путь. Но в этом процессе каждый из них создавал и приглашал к себе что? Приглашал к себе лучшие компании, приглашал к себе и создавал под них условия. Пытался понять у каждой компании, какие им нужны компоненты, реагенты, какие нужны производители какого-то сырья и так далее, и так далее. И все это создавалось в небольшие хабы. Потом эти хабы разрастались, и у нас получалось, что определенный город в Китае становится столицей титановой, определенные города в Китае становятся столицами литиевой индустрии, определенные города становятся столицами аккумуляторного строения и так далее, и так далее, и так далее. И в этом всем процессе получалась потрясающая синергия. Потрясающая. Китай перегнал абсолютно все страны в мире по патентам в солнечной генерации, электрогенерации, в литиевых в литиевой добыче, переработке, в аккумуляторном строении, в электромобилях и так далее, и так далее. То есть мы возвращаемся к тому, что если Китай производит уже и продает у себя каждая вторая машина это электромобиль, то это же о чем-то говорит. И на какой технологии? Посмотри, я в первом эфире рассказал, что самая популярная технология аккумуляторная на сегодняшний день в западном мире это NMC. Ну, еще там NCA идет рядом. Но NMC это что? Никель, марганец, кобальт, ну и литий, понятно. То есть определение по строению катода. Мы в прошлый раз говорили, что аккумулятор состоит из 4 элементов. Это катод, анод, сепаратор и электролит, да, который курсирует в жидкой форме. Так вот, NMC катоды и NMC, соответственно, аккумуляторы. Это самые популярные были виды аккумуляторов в северо-западном и в западном мире. Почему? Отличная работоспособность в низких температурах, высокая плотность энергии, то есть можно ехать на дальние дистанции, и хорошая мощность. Но определенные моменты были в минусах. Какие? Термальное поведение, термальная стабильность, то есть определенные перепады температур могли приводить к определенным несчастным случаям. Нельзя было заряжать до 100% раньше. Ну, не рекомендовалось, потому что батарея начинала быстро деградировать. Меньше или недостаточное количество циклов перезарядки у аккумулятора. И так далее, и так далее, и так далее. При том, что это были самые мощные, да, аккумуляторы. Что сделал Китай? Китай, как самый главный производитель, ну, в Китае производство NMC тоже развито, безусловно, но все равно лучшие NMC аккумуляторы производит кто? Производит Корея,
Южная и Япония. Они производят топовую линию NMC. Да? Что сделал Китай? Китаю нужно было конкурентное преимущество не только в технологии, еще и в цене. То есть 1 киловатт-час должен был быть дешевле у китайцев, чем он был у западников или у корейцев с японцами. Им нужно было этого добиться. Они вытянули из архивов или из классики жанра технологию ЛФП. Железо-фосфатная, литиевая, скажем так, технология строения и структура аккумулятора. Позволяет больше циклов перезарядки. Прекрасно ведет себя в жарких климатах Китая, любой страны Азии. Позволяет себя заряжать абсолютно без каких-либо нюансов до 100%. И дешевле в производстве на порядка 30%. При равных всех это. Какие минусы? Минусы в том, что плотность не та. Она проигрывает в плотности. И, соответственно, любая конструкция, чтобы выровнять одинаковое количество по запасу хода, нужно, чтобы конструкция, скажем так, аккумулятора всего была тяжелее. Она получится тяжелее, потому что ты пытаешься больше клеток поставить в один пак. Окей. Китайцы сказали, мы приняли этот вызов и погнали. За несколько лет мы видим взрывной рост, да, и мы видим его по автомобилям. В 2023 году Китай произвел 9 миллионов электромобилей, да. В этом году, в 2024 12-13, да, то есть взрывной рост абсолютно. Только BYD там всего, по-моему, 4 миллиона сделал. То есть колоссальные показатели. И имея доступ к самым передовым технологиям производства аккумуляторных, скажем так, готовых паков, они приходят к системе, которая BYD назвала лезвие, Blade. Такое, они любят они эти названия, конечно. Мы тоже любим, но правда, китайцы, мы просто названия делаем, а китайцы их подкрепляют реальными достижениями и технологиями. Ты знаешь, я когда-то, такое лирическое отступление, я когда-то сидел возле одного министра из британского правительства на конференции в Лондоне по восстановлению Украины, да, и она бросила такую фразу очень тихо, да, что, говорит, а украинцы очень хорошо умеют называть проекты и давать кодовые названия каким-то там технологиям или нюансам. И я вот сижу и думаю, но у нас же проекты при этом не реализуются так, как надо. И вот китайцы, возвращаясь, да, BYD делает вот эту мега успешную аккумуляторную технологию под названием Blade, лезвие. Почему она уникальна и почему она важна? И почему она дала такой сумасшедший рост ЛФП аккумуляторов? Да очень просто. Какое классическое строение аккумулятора, да, к которому мы все привыкли? Оно очень простое. Клетка, модуль, объединяющие клетки, и пак. Соответственно, китайцы сказали, нам нужно на 1 квадратном сантиметре, или на 1 там квадратном метре, неважно, на одной площади, разместить больше клеток, для того, чтобы у нас был запас мощности больше, и мы могли выровнять игру в сражении против технологии NMC. И они уходят полностью от среднего звена модуля, и они создают систему выстраивания лезвий, объединяющих клетки, да, в линию, которые друг за дружкой очень дружно ложатся. И получается, что вот такие железные лезвия, как ложатся, и очень плотно друг к другу укладываются. Отработали всю они эту историю и вышли на то, что 1 киловатт-час у них на 30% дешевле при всех равных в перформансе, в реально в показателях мощности. На 30% чем их все конкуренты. И BYD рванула. Основатель и председатель совета директоров BYD, Вэн Чанву, да, легенда, да, в рынке, он когда презентовал эту технологию, я, честно говоря, еще тогда
где-то полгода, я не помню, там месяцев 7 назад, 8, когда это было, сейчас не вспомню, еще я не мог поверить, что их ЛФП аккумуляторы будут реально давать подобные результаты, да. Я не говорю уже про то, что они сейчас там экспериментируют с натрием, там, ну, это все, это будущее, это далекое будущее. Пока мы концентрируемся на том, где мы находимся сейчас. Но они смогли. И что получилось? Получилось то, что ЛФП занимает 40-45% китайского рынка сейчас. И ЛФП начинает идти на мировой рынок потихонечку. Очень, ну, потихонечку это грубо сказать, да, на самом деле очень быстро. Американцы уже в лице, например, компании Ford говорят: китайцы, приходите к нам, давайте сделаем совместное предприятие на территории Америки и будем производить Форды на вот этой технологии ЛФП, а не на NMC. Параллельно Tesla перевела свою самую младшую модель именно на ЛФП аккумулятор. Самую младшую, в том числе, которая производится в Шанхае. Надо вообще не забывать, что Tesla очень сильно зависит от китайского рынка и китайского производства. И в свое время именно китайский рынок и китайские, скажем так, условия, которые были созданы для... В Шанхае, по-моему, завод находится. Шанхай, то есть все условия, которые были даны для шанхаевской гигафабрики, да, спасли Теслу во многом. Потому что они дали Тесле доступ на этот сумасшедший гигантский рынок в мире. Да. И нельзя забывать роль, которую сыграл Китай, в том числе в выживании Теслы. И, соответственно, вот мы находимся в ультрасовременных реалиях продвинутого аккумуляторного строения. Мы находимся в таких реалиях, что китайские производители начинают потихоньку смотреть, а не повыбивать ли нам каких-то конкретных старых европейских, американских производителей и так далее, и так далее. О чем я говорю? Ты знаешь, сколько брендов китайских автомобилей, да, отдельно стоящих брендов в Китае? 150. 150 брендов. Мы большинство из них даже не знаем, даже не слышали. Мы слышали, что Zeekr, GAC, BYD, что там, NIO, Xpeng, там вот эти все, да. Но там 150. И все они получают госзаказы, все они пользуются какой-то популяризацией в каких-то конкретных регионах. И все они являются будущей основой для будущей консолидации данной индустрии в Китае. Потому что понятно, что 150 не останется. Останется 30-40. Придет время, Китай проконсолидирует. Китай очень хорошо умеет консолидировать. Один из самых важных элементов того, как Китай делает свою политику экономическую, это то, что когда им надо, они подключают систему госбанков, которые способны выделить необходимое количество капитала, подключают систему госгарантий, подключают систему госстраховых компаний и подключают систему госзаказа. И начинают переформатировать у себя внутренний рынок. И начинается консолидация, когда 5-6 компаний становятся одной. Для них это не проблема сделать такой переформат. Соответственно, что я вижу сегодня? Что происходит? Ну, Америка, США вводит тарифы, да, на электромобили с Китая. Европа там что-то вводит, да, там и так далее, и так далее. Все вводят какие-то тарифы. Китай, понятно, ну, ты же видишь стоимость электромобилей, да, китайских. При этом качество уже какое, да, очень-очень неплохое. Китай думает, что же ему делать? Бороться с тарифами? Ну, бороться с тарифами это определенная сложность. Значит, надо договариваться о том, чтобы заходить на рынок, да? Давать какие-то технологии, какое-то совместное лицензирование, какое-то совместное производство. Но параллельно есть группа китайских промышленников, которая говорит, а не пойти ли нам в обход и не переиграть ли нам нашего конкурента на их же поле? Ведь если вспомнить вообще, как строилась азиатская философия бизнеса, вот если взять Японию, да, ну давай понимать одну вещь, что Китай по промышленным мощностям в 3 раза превышает США, в 6 раз превышает Японию и в 9 раз превышает Германию. Ну это так, плюс-минус. Соответственно, вспоминаем Японию. Какая была логика Японии? Япония оперировала кайрецу, у них была система, да, конгломератов, семейных кланов, которые подпитывались синхронными действиями, симбиозом из разных бизнесовых линеек и создавали единую цепочку, да,
вертикально интегрированную, которая в том числе и подпитывалась своим же финансовым учреждением в виде банка, да. То есть мы видели такие дома, как Mitsubishi, да, мы видели такие дома, как Mitsui, там, ну, их десяток, да, было, этих кайрецу, да. И что говорили японцы? Японцы говорили, business is war. Бизнес это война. Вот что говорили японцы, заходя на американский рынок. Ну, например, как они малолитражками ломали. Да. Да. То есть они же взломали лидирующий автомобильный рынок на тот момент. Да. Вот. И они прошли, как что называется, с бэкдора. Пока все вот эти вот американские компании делали эти большие автомобили, красивые, мощные. Хемии. Да. Вот. А эти начали делать маленькие, качественные и много. И в 80-е годы там в США была паника, что даже там Джордж Фридбал рассказывал, что там чуть ли 21 век будет столетием Японии. Вот. Ну, в общем, Я тебе... не получилось. Да, Японцев. да, не получилось. Их догнала другая проблема. Но смотри, что сделает Китай. Вот, ну, мой прогноз, да. Что будет делать Китай? Китай посмотрит на Мексику сейчас. Сколько Мексика производит автомобилей в год? Где-то около 4 миллионов. Она производит автомобилей. Как ты думаешь, куда большинство этого производства идет? В США. В США. 2,7 миллиона. У них же Да, нафта. Да, нафта, Так зона называемая. свободы торговли. Ну, да, нафта, да. Что сделал Китай? Значит, Китай потихонечку наращивает экспорт электромобилей и пробует себя в Мексике. 500 000 где-то. Ну, там надо посмотреть статистику, еще за 24 год ее полностью нет, но где-то будет плюс-минус 500 000 будет. Значит, 500 000 электромобилей, ну, там туда попадут и не только электромобили, туда попадет еще китайский ДВС какой-то, наверное, дешевый, но в целом 500 000 единиц, но в основном из них электромобили попадут в Мексику. Я думаю, в 2025 году. В 2024 это будет плюс-минус близко к этой цифре. Значит, китайцы проведут тест воды, вот этой, на температуру водички, да. Можно ли купаться в мексиканском рынке, да? Это первое. Я отвечу сразу же риторически, что можно. Эти машины пойдут успешно. BYD мы видим, что из того, что я читаю из аналитики, и восторженные абсолютно отзывы от мексиканских и американских, испано-американских аналитиков, это то, что BYD рулит, да, то есть уже вот было это Consumer Electronics Show, да, сейчас, блин, все просто, ну, в восторге, да, NIO, Xiaomi проект, Xpeng, BYD, Zeekr, там говорят, что просто фурор был. Круче, чем Tesla, да? Круче, чем Tesla, да. Мексиканцы заинтересовались. Насколько мне известно, сразу же по горячим следам, во-первых, уже на сегодняшний день есть один действующий завод и есть второй сейчас строящийся. Это одна компания JAC, другая компания, я не помню, кто сейчас. Но по горячим следам мексиканцы договорились с китайцем, или китайцы, просунувшись в Мексику, уже застолбили себе место построить крупный завод BYD с отдельно стоящим R&D, Research and Development, исследовательским центром. Для чего? Ну, не просто для того, чтобы запитать рынок Мексики. Они собираются абсолютно полностью перевести, условно говоря, пролицензировать свою систему патентов туда, на себя же, только в Мексике. Условно говоря, BYD Mexico, да. И очень-очень скоро, я думаю, что годика за 2,5, может быть за 3, мы увидим, как мексиканский BYD, если Трамп и его команда ничего не сделают по отношению к Мексике. Они будут делать. Я думаю, что они будут делать, но я думаю, что очень тяжело будет по автомобильной истории работать, потому что очень долго выстраивались они, по-моему, с 80-х годов выстраивались все эти кластеры мексиканские. Ну, смотри, если посмотреть, развить вот логику противодействия США, там, да, то мы видим, что Трамп именно в этой логике сейчас и будет действовать. То есть он что говорит? Что у нас есть проблема с Китаем. Мы бороться с Китаем будем консолидированно, и западное полушарие рассматриваем как приоритетную зону нашего влияния. Эта зона должна быть закрыта от китайского влияния и вообще от любого враждебного влияния, но прежде всего китайского. Поэтому, если вы, страны западного полушария, находитесь здесь и хотите с нами иметь хорошие отношения, вы должны как бы быть частью нашей системы. И, собственно говоря,
он, ну, и в этом плане его стратегия логична, Мгм. потому что он прекрасно понимает, что если Канада и Мексика, допустим, в рамках ЛАФТА остаются в таком виде, как они работают, то они превращаются в бэкдоры для проникновения китайцев для их экономический рынок. Соответственно, эти бэкдоры нужно закрыть. И, соответственно, это означает большую степень интеграции и большую управляемость со стороны как бы для штатов как бы этими как бы партнерами, вот, и большую кооперативность с их стороны и большую синхронизованность ведения экономической политики, потому что теперь они понимают, что они сами не выгребут, если они чисто сами будут, Мгм. если сами США будут играть чисто против Китая, Да. то они не выгребают, несмотря Да. на всю мощь, как бы все остальное. Поэтому им необходимо интегрировать все западное полушарие, ну или как минимум Северную Америку, там, да, и вот эти мелкие все Да. как бы страны, которые там находятся. Ну, прежде всего, Канаду и Мексику закрыть Да. от китайского влияния. Вот. И тогда получается вот это объединенный как бы конгломерат, он ну, достаточно силен, потому что в нем ну, для штатов есть все, что нужно. Есть дополнительное сырье в Канаде, есть дополнительный резерв этого дешевой рабочей силы в Мексике, и который как бы регулируя приток оттуда дешевой рабочей силы, можно удовлетворять как свои собственные потребности, так и превращая мексиканскую экономику в офшор американской, по сути, как бы там, да, вот, контролировать маржинальность для ну, опять-таки для своих же компаний, которые работают как бы там на мексиканской территории, и при этом не допускать туда конкурентов в виде Китая. Да. Вот логика, в которой он будет работать. Ну, у него это важно для его выживания, ты абсолютно прав. Да. Тут вариантов, то есть ему придется действовать жестко. Мы знаем, что Трамп абсолютно не боится применить политику тарифов там, где ему это дело нужно. И мы знаем, что он по большому счету может, где надо, принять политическое весомое, единоличное решение, где он будет считать это нужным. Он же человек, которому ну, не чужда торговля, да, он прекрасно понимает это все. Но я думаю, что именно политика вот китайских крупных производителей, вся попытка будет нацелена, она вся будет нацелена на проникновение на североамериканский, ну, на американский рынок именно через Мексику. Вот это 100% они пойдут тем способом. Значит, что... И, извини, еще Да. перебью. И тут еще вопрос, какую роль будет играть Маск в этом Да. всем, с его интересами Да. в Китае, Да. потому что похоже, у меня пока это на уровне допущения, но как бы у меня чем дальше, тем больше такое впечатление складывается, что Китай и Россия используют Маска как бэкдор, как бы, через который они пытаются как бы формировать необходимые политики, там, да, потому что то, что Маск делает, допустим, по АФД в Германии, и как он там разворачивает этот дискурс, и вообще как он разворачивает дискурс против любой, ну, против сохранения как бы объединенной Европы, все это как бы вот напоминает, ну, такие интервенции по дроблению как бы конкурента. Потому что Объединенная Европа выступает как конкурент как для Китая, так и для для Соединенных Штатов, вот, и для России тоже, потому что для России проще договариваться с отдельными игроками большими, полюсы. Чтобы были полюсы внутри Европы, можно было маневрировать и, ну, условно говоря, политика там 18-19 века, там, да, вот. И Маск со своими завязками как бы в Китае, вот, в России, значит, в Штатах, вот, он, в принципе, выглядит вот как такой червь, который как бы вот прокладывает те или иные пути для решения вот их проблем. Да, есть очень много признаков, я с тобой согласен, что однозначно есть очень много признаков. Маск, он однозначно неординарный человек. Это однозначно человек, у которого есть очень много системных интересов. Ну, то, что в Китае, это 100%, потому что мы сами видим по тому, как Tesla опирается на этот рынок. Мы видим, я же говорю, когда даже Tesla начала ценовую войну против Китая, да, по, скажем так, стоимости электромобиля, стоимости аккумулятора, то все это было очень так срежиссировано и интересно. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать, ты знаешь, я обратил внимание на то, что вот у нас, да, вот в Украине мы очень часто говорим, да нет, вот Китай, у них проблема с демографией, стареющее население, будет море нюансов, экономика все, она достигла, вот у них сейчас есть такая, знаешь, концепция экономики на пике, что
условно говоря, ну сколько там Китай рос, там в прошлую декаду Китай рос больше 10%, да, он там рос 10-12% в среднем. Он за 40 лет вырос, Да. его ВВП вырос в 40 раз. Да, 40 то лет, есть, 40 раз. Да, Всё. последняя вот сейчас, в нынешней декаде он растет там 6%, да, в среднем. Ну, ты правильно говоришь, он рос там 40 раз, да, то есть сумасшедший прыжок, да. Ну, естественно, рано или поздно будет замедляться темп. Сейчас Китай находится в состоянии перехода. Но что мы недопонимаем как страна, как вот что наши стратеги так называемые не понимают? Они не понимают одного, что стареющее население, очень сильно урбанизированное население, население, у которого укрепился сильно средний класс, и население, у которого появился большой, не только у населения, и экономическая система в целом, которая смогла саккумулировать достаточно большое количество технологий и капитала, да, она будет двигаться в абсолютно резонном пути развития. Это какое? Роботизация, автоматизация и быстрые прыжки в определенных автономных технологиях. То есть они будут нивелировать стареющее население с помощью роботизации. Это все должны понять. Все должны понять одну вещь. Я вот тоже там как-то смотрел там одну лекцию очень интересную. И там было сказано в той лекции, в той презентации, да, это такая, ну, экономическая, что Китай хоронили аж с 1980 года. Каждый раз рассказывая, что все, вот через год Китаю конец, вот у них проблемы, вот у них там то, вот у них население не так, вот у них быстрая урбанизация идет не туда, вот рынок недвижимости обрушился, вот shadow banking, то есть вот теневой банкинг Китая сейчас положит вообще всю страну и так далее, и так далее. И каждый раз Китай выходит сухими, ну как сухим, он побитый выходит, ну он как это, струсил себя, мышцы подкачал и пошел дальше. Не получится только потому, что кому-то так хочется, так не будет. В Китае действует система подготовки кадров. Можно их ругать, можно их любить, не любить и так далее. Но есть четкая система подготовки кадров, которая идет от регионального, скажем так, уровня, через там либо провинциальную, либо городскую систему власти, да, и потом поднимается уже в центральную. Да. То есть есть вот эта система подготовки кадров, есть достаточно гибкий и грамотный бизнес, который может адаптироваться. Есть достаточно грамотная и гибкая промышленность, которая может адаптироваться. И каждая из этих трех составляющих, безусловно, будет работать на решение этого вопроса. Это не Япония, которая оказалась в свое время поймана в неудобном положении. Китай обладает совершенно другим уровнем рычагов для того, чтобы решать свои вопросы. Посмотри, что они делают. Вот если мы возвращаемся к литиевой дискуссии, посмотри, Китай, да, они декларируют, их компании, там огромные там остановки, простои, минуса сейчас. Там ряд компаний, как тот же там Чианки Литиум, да, сейчас они там покажут там ярд убытка, да ничего. Сейчас выйдет, скажем так, определенная серия действий, и все это дело будет перекрыто. Китайские операторы способны выдерживать игру на отрицательную цену еще длительное время. Более того, смотри, когда китайцам нужно было сделать, вот что я хочу донести, да, до всех. Когда китайцам, почему появился липидолит и почему появились извлечения лития из глин? Благодаря китайцам. Несмотря на то, что это дорогущее удовольствие, несмотря на то, что, вот как я сказал, это может доходить до 15 тысяч долларов себестоимости на тонну. Но китайцы последние 2 года, когда цена пошла вниз, да, они для себя приняли принципиально важное решение, что нам нужно сохранить долю на рынке, нам нужно запитывать свое автомобилестроение и свое аккумуляторостроение конкурентным дешевым продуктом. И нам нужен этот технологический рывок для того, чтобы потом в нужный момент на него ввести определенные ограничения и, скажем так, положить, ну не то что положить, но поставить рынок в, скажем так, форму контроля, да, со своими собственными рычагами. И что они делают? Они запускают, условно говоря,
конце 23 года вот эту всю историю, а сейчас мы будем перерабатывать, погнали липидолиты, да, и нагоняют на рынок. В 24 году Китай нагнал липидолитовой переработки и глиняной переработки где-то там на 200-300 тысяч тонн продукта. По совершенно другой себестоимости, то есть они проработали в минус. И имели они всех в виду в данном вопросе. Потому что им так нужно было. Потому что они понимали, что дальше по цепочке они снимут свою маржинальность, где им это будет необходимо. И что? И рынок они благодаря этому поддержали. А в это время такие гиганты, как австралийская Mineral Resources, да, пятый по величине оператор горной добычи, да, литиевой в мире, вынуждена была поотправлять все свои ГОКи в простой. В это же время ряд компаний, да, вынуждены были просто ставить целые очереди на паузу. Планы по экспансиям просто сбросили в мусорное ведро и так далее, и так далее. То есть Китай, когда ему нужно, он активизируется. Не надо иметь никаких насчет этого иллюзий. Да? И если Китаю будет необходимо стареющее население, да, он найдет рабочую силу из других источников, где ему будет это необходимо. Да. Вот это очень важно. Нам бы такие проблемы, как у Китая. Нам бы такие проблемы, как у Китая. Но что нам мешает пойти по логике? Смотри, мы не можем говорить, что вот мы будем производить сырье, и оно будет конкурентно. Да? Мы так не можем заявлять, потому что оно не будет так конкурентно. Оно не будет иметь правильной математики. Это показывает сравнительный анализ по всем мировым кейсам. Б, это показывает сама математика производства, химия и минералогия. То есть есть определенные коэффициенты переработки, есть определенная система расчета того же бюджета капексного, то есть капитальных инвестиций, есть определенная система расчета операционных затрат. Вложи все, скажем так, входящие и посчитай свою модель. И если ее просто элементарно прикинуть на пальцах, то ты понимаешь, что в Украине эта модель рудная, да, будет работать в минус. Дальше. Наши говорят, давайте построим сразу целый кластер, а вот если мы будем сразу производить аккумуляторы или электромобили. Ребята, а вы готовы за один рывок построить не просто кластер, а целую индустрию? А вы понимаете, сколько миллиардов долларов, не 3, не 2, десятки нужно для того, чтобы это... Я помню расчет, да, я со своим, ну вот у меня так сложилось, у меня брат работает в топовой, да, IT-корпорации, да, мировой, и мы обсуждали, есть понятие foundry, да, то есть заводы по производству чипов, да, которые выдают полностью все, да, полностью все составляющие чиповой индустрии, ну такие как у Intel, да, или такие как у TSMC, да. Такие заводы стоят 20-25 миллиардов долларов. То есть мы говорим, ну заводы, комплексы, да. То есть мы говорим про производство на десятки миллиардов долларов. Соответственно, кто и где готов нам, дать такой ресурс, б, допустить нас на рынок, и в, где мы возьмем, технологию, б, человеческий ресурс. Причем, заметь, это вот мы рассуждаем как бы, с такой несколько наивной позиции, ну, мы с тобой рационально рассуждаем, но вот рассуждаем как бы несколько наивной позиции наших вот украинских, так сказать, властьпридержащих там и бизнеса, забывая задать один простой вопрос. Вопрос следующего характера. А почему, если проблема заключается в том, чтобы построить какой-то завод, или там несколько заводов, или создать целую индустрию там, стоимостью там, 25, 30, 50, 70, 100 миллиардов долларов, почему это не делают те, у кого нет вообще проблем с капиталом? Ну ведь у Баффета, у Гейтса, у того же самого Маска, ну, полно этого капитала, да, то есть Маск выложил 40 ярдов за Твиттер. Да. Ну, то есть по большому счету, ну, как бы, у него этих денег полно, как бы, да, он может, и он сейчас их там вкладывает куда-то там, куда хочет. И таких игроков несколько там, да, а может быть даже несколько десятков, да, вот. И получается, что они же это по какой-то причине не делают. Да. Наверное, не потому, что им не хватает мозгов, а, наверное, потому что, ну, они считают, смотрят, как бы там, да, и соответственно, если они что-то не досчитывают, то вот они туда не идут. Конечно. И вот
И вот у нас вот это, и у нас получается вот как вот этот карго-культ там, да, на островах Тихого океана, что типа посмотрели со стороны, только у нас тут ничего это не делали, там, да, ну, кроме советского времени, когда большие были проекты развернуты, вот, и на этих остатках мы там еще как-то пасемся. Ну вот, со стороны посмотрели, что вот, ага, вот там вот, типа, как бы, все, литий, пошла тема, как бы, давай, поехали. Но вот оно все намного сложнее. Абсолютно. Как Губерман говорил, действительность не бред собачий, она сложнее, она богаче. Точно. Да. Точно. Тут вопросов было, куча вопросов задавалась. Так, сейчас был вопрос, секунду. Так. Никита Жирновой спрашивал: Юрий, спросите, пожалуйста, у гостя его мнение о литий-титановых батареях, насколько такие батареи продвинутые NMC, если он владеет такой информацией. И про графеновые тоже спросите. Смотри, литий-титановая батарея, я не сталкивался в материалах, которые я изучал, не прорабатывал эту тематику. Значит, я вижу на сегодняшний день, что история натриевая, она имеет под собой почву для того, чтобы рвануть через какое-то время. Но пока, опять же, тот же вопрос себестоимости и ряда других моментов не решен, я пока не сильно в это верю. Целостно твердотельная батарея — это тоже вариант, который дальше может развиваться. Но я пока не готов дискутировать, потому что у меня очень-очень ограниченное количество информации по данным технологиям. То, что я оперирую больше с точки зрения исходящего сырья, и переработанного этого сырья в какой-то уже химический продукт или материал. То есть у меня сводится аналитика, и у меня сводится мой практический подход к тому, что я могу практически подкрепить, ощутить и доказать. Да? То есть, поэтому передовые подобные технологии у меня, я не сильно изучал их, да, и не могу комментировать, не хотел бы. Да? Графеновая история, тоже тот же самый ответ, да, то есть я больше в традиционном, скажем так, мышлении, да, поэтому, но спасибо за подсказку, я обязательно, просто вот я же говорю, это такой уже очень-очень узкоспециализированный, экзотический, скажем так, направление, да, мне самому интересно будет глубже нырнуть в эту историю. Здесь вот пишет Эрлан на Романенко Шортс, пишет Эрлан Баймуханов. Кстати, везде полайкать эфир, очень интересная, мне кажется, тема. И, кстати, нас достаточно много смотрят, потому что 1300 человек, которые на обоих каналах смотрят, это для такой узкоспециализированной темы, это очень прилично. Значит, Эрлан Баймуханов пишет: критичность лития сильно преувеличена. Китайцы уже запустили на рынок батареи на натрий, которого в миллион раз больше, чем лития. Соответственно, батареи на натрий по мере отработки технологий будут минимум в 1000 раз дешевле батареи на литии. По многим параметрам морозостойкость, скорость зарядки батареи на натрий лучше. По циклам разряда зарядки натриевой батареи на голову выше батареи на литии. Единственное небольшое преимущество батареи на литии только в емкости. Но емкость аккумулятора важна только для портативных устройств, смартфоны, планшеты, часы и так далее, где лития не нужно много, и соответственно рынок лития не будет таким уж большим. Какого-то мегадефицита по реальному спросу по литию для аккумулятора не предвидится, а вся шумиха вокруг лития запущена всего лишь для надувания очередного пузыря на рынках. Ярлан Баймуханов. Вот он пишет. В общем-то, примерно мы в одном ключе. Очень, скажем так, комментарий, который подкреплен аргументацией, абсолютно многие моменты верны с моей точки зрения. Да? То есть, смотри, то количество открывающихся запасов, которые мы видим за последние 10-14 лет, мы понимаем, что какого-то глобального дефицита в литии не существует. И даже то, сколько в 2024 году Китай предположил, а потом показал, что он открывает новых месторождений, там целый пояс в Тибете, Спадуменовый он открыл, да,
Ну, весь этот, да, вот сумасшествие вокруг, что вот литий будет нашей визитной карточкой или что-то еще. Нет, мы никого литием не удивим. Абсолютно верное суждение. Это абсолютно доступный, понятный минерал, который можно легко достать, купить. Там проблема его переработать, а не купить, да. И он правильно, как бы человек говорит, да, что натриевая история, она имеет под собой очень весомые аргументы, почему она может иметь место быть. Но я просто прокомментирую так, что очень большие ресурсы денежные, технологические, вложены в цепочки, уже построенные на литиевой истории. И для того, чтобы выбить литий из нынешних стоимостных цепочек и цепочек поставок, уйдет не один год. Переадаптация технологий в технологических циклах не происходит за год, за два, за три. В моем понимании, я думаю, я больше верю в твердотельную батарею, да, и в моем понимании, я думаю, что где-то первые движения будут происходить не раньше 2033-35 года. То есть пока на 10 лет мы живем с литием. Это мое мнение. И я думаю, что по большому счету и дальше все равно литий будет занимать определенную доминирующую позицию. Потому что его будет опять же больше. Запустится технология в более промышленном и распространенном применении прямой экстракции лития с помощью абсорбентов, да. И я думаю, что вопрос доступа к литиевому ресурсу вообще не будет стоять нигде. Поэтому он будет доступен в том необходимом количестве, там где-то к 2035 году, да. Поэтому, резюмируя, вот, ну, мне кажется, у нас очень крутая беседа получилась. Резюмируя, вот из того, что ты говоришь, получается, что для Украины это ложная цель. Литий ложная цель. Абсолютно. На сегодняшний момент. Вот с точки зрения там даже получения выгоды от продажи сырья, да. как в Австралии, ну, это утопия. Это утопия. А ну, как бы построение сложных технологических цепочек ну, невозможно, исходя из тех проблем с капиталом, электроэнергией, человеческим ресурсом и вообще как бы неурегулированностью статуса Украины, который мы имеем на текущий момент. Абсолютно. Поэтому надо смотреть в сторону титана, циркона, Германия, возможно урана, возможно галлия, возможно какой-то глубокой переработки точечной на каких-то специализированных узких технопарках и площадках, которые будут встраиваться в редкоземельную историю. То есть, условно говоря, где мы идем на определенные компромиссы по регулированию окружающей среды, по запитыванию собственным капиталом, потому что ну, на такие проекты можно найти деньги и так далее, и так далее, и так далее. Но литий это утопия в украинских реалиях. И не надо думать, что нельзя позиционировать себя так, что мы умнее, чем контрагенты или партнеры, которые на этом собаку съели. Слушай, ты так интересно рассказываешь, я прямо вспомнил как я в 90-е годы в школе читал, такие были советские книжки, посвященные ну, химическим элементам. Вот, то есть там, ну, условно, там, про Германию, про цирконий, там, про цинк. Вот, каждому элементу была посвящена отдельная книжечка, и вообще показывалась вот там роль в той или иной промышленности, так, это интересно было читать. Так вот, я просто себя поймал на мысли, что мы вот где-то такую же работу сейчас делаем, потому что, по сути, ну, как вот этот мир химических элементов, он всеохватывающий, и от него зависит наша жизнь напрямую. И вот благодаря тебе мы в этот мир так вот увлеченно вошли. Так, тут спрашивают, есть ли у гостя информация по золотодобыше в Украине? Ну, это отдельная тема. Честно, это отдельная тема, очень специфическая. С золотом, вот я не люблю быть мастером на все руки, да, с золотом никогда не работал, никогда не сталкивался, и, честно говоря, всегда держался даже подальше. Я знаю, что на Западной Украине, я знаю, что там в той же Закарпатской области эта тема имеет место быть. Я знаю, что есть определенные запасы, я знаю, что есть определенные ресурсы, но я могу там поспрашивать у коллег, у друзей, там, у тех, с кем я работаю, просто там на 5, 6, 7 минут мне хватит
возможно, но это не моя тематика, не моя. Я специализируюсь больше, либо на критических минералах, золото не есть критическим, либо на редких металлах, специализированных, экзотических, да, то есть вот это больше куда я, да, ну, и либо батарейные, аккумуляторные, да, то есть я больше работаю с этим и по профессии, по жизни сталкивался в основном с этим, да, поэтому могу легко комментировать и достаточно неплохо плаваю, да, в этом море, скажем так. Ну, какие металлы мы еще рассмотрим? Вот Я хотел бы, чтобы мы поговорили однозначно, я считаю, что мы должны затронуть вообще историю с редкоземельными и историю с, например, экзотическими специализированными металлами, как, например, цирконий, германий, галлий. То есть, но их надо увязывать и с редкоземельными. То есть сделать такую, знаешь, тему там редкие сложные металлы, да, там. И вот это интересно, потому что в Украине была история. В Украине производился германий, например. Германий используется в производстве там, тепловизоров, дронов, систем наведения, да, линзы. Да. То есть германий в своей монокристаллической, поликристаллической форме, да, то есть это напыление, это определенное там, формирование и производство линз, да, там, и технологий. То есть и на ЗТМК, на Запорожском титановом магниум, когда-то было это производство, и оно жило, да, и оно имело под собой определенный заказ и определенный рынок. Да. И вот таких тем можно поднять не одну, Гафни, да, Скандии, да, то есть в Украине это существовало, да. И я считаю, что мы однозначно должны эту тему затронуть, мы должны ее развить. Циркон не последняя, да, история, и цирконий, производный из него металл, да. И я считаю, что мы обязательно должны поговорить также про отдельную историю, которая, условно говоря, создание промышленных площадок, технопарков и глубокой переработки на привозном сырье. То, что делает ряд стран очень-очень успешно. У нас были технологии, у нас есть с кого взять пример по построению терминалов по приемке сырья. Мы можем это адаптировать в наши реалии. После войны, да, мы можем быть королями Европы, да, если мы, например, будем предлагать глубокую точечную переработку по каким-то вредным компонентам, да, которые нужны, например, в Германии для производства, например, железа, феррум, борон, неодим, да, то есть перманентные магниты, построенные на конструкции железа, борона, неодима, да. Вот мы можем, например, у себя принимать и то есть построить у себя локальную переработку, да, и сепарацию редкоземов, да. Почему бы нет? Это не стоит таких сумасшедших денег. Это проекты, которые там, условно говоря, имеют тикеты там $500 миллиарда и так далее, и так далее. То есть, поверь мне, западники и западные партнеры, они под такие проекты хотят приходить, потому что, условно говоря, ни во Франции, ни в Германии никто такой проект сегодня не построит. Они все это позакрывали давно. Ну и вообще, смотри, из того, что ты говоришь, ну вот я слушал внимательно там, да, получается, что на самом деле Украине необходимо через кооперацию с какими-то европейскими странами и компаниями вот, поднимать вопрос относительно своих замкнутых циклов больших, в которых мы могли быть в какой-то цепочке, там, либо целиком, либо частично, там, да, и вот актуализировать через вот этот вызов, который стоит перед Европой, потому что при том подходе, который демонстрируют Китай и США, Европа, по сути, она пока выглядит как корм для вот ее большой рынок, он выглядит интересным для обоих, вот, и они борются за него, но они не хотят, чтобы по ходу у Европы появились такие вот свои замкнутые циклы, которые бы обеспечили ей самостоятельность. И в этом плане вот тут можно работать. Однозначно, и мы можем перегнать по времени даже те европейские проекты, которые пытаются запустить. И мы можем всегда поговорить еще и про такие, тот же марганец, да. А почему в Украине марганцевое, это было одно из основных направлений по металлургии. Извини меня, прогресс в технологиях, аккумуляторах ЛФП, он будет, в том числе, будет вкрапление марганца. Он будет дальше двигаться в добавление компонента, это будет уже ЛМФП. И то же самое мы возвращаемся, никель, никелево-кобальтново-марганцевая, да, составляющая катодов. Да. Марганец отвечает за ряд целых важных характеристик, включая термальной стабильности. Да. То есть поэтому мы можем и тему марганца развивать тоже. Понятно, что там, например, больше
Токмакское месторождение, мы его, ну, оно находится на оккупированной территории в Запорожской области, это Приазовье. И точно так же есть еще ряд месторождений редкоземельных, которые по своим параметрам очень мне сильно напоминают внутреннюю Монголию. То есть Баянобо, самое большое месторождение редкозема в мире, и самое, ну, было сложное по отработке в свое время, но там именно строилась, и там ковалась, и создавалась вся РЗЕ, индустрия Китая, да. И вот у нас было такое месторождение в Приазовье, да, которое сейчас находится, к сожалению, тоже на оккупированной территории. То есть как бы у нас были все предпосылы, да, но когда мы начинаем двигать историю про литий, да, мы уходим не туда. Поэтому я думаю, что мы должны обязательно поговорить про вот эту экзотическую составляющую, которую мы можем у нас развивать однозначно, а в послевоенное время это вообще будет ключевой момент. Мы можем говорить про марганец, мы можем говорить про отдельное построение площадок производственных. То есть у нас еще 3, 4, 5 серьезных тем, да, которые можно строить и которые можно развивать в серьезную дискуссию. И на которые можно, ну, как бы генерить там, инвестиционную привлекательность и промышленную привлекательность, не уходя при этом в утопические рассуждения про, а сейчас мы, типа в формате там, да, кавычек, а сейчас мы зайдем в литий. Да. Угу. Ну супер, то есть у нас будут еще темы, и, ну, если мы будем продолжать вот в таком ключе интересном, как вот прошли уже три эфира, то я думаю, это будет очень познавательно для нашей аудитории. Поэтому аудитория, полайкайте этот эфир и на Робленко Шорс, и на основном канале. И пишите комментарии, пишите вопросы. Да, пишите, вот я хотел да. сказать, пишите вопросы. Мне интересно, может мы что-то конкретно в следующем эфире раскроем. Да, пишите вопросы под этим эфиром, и, соответственно, Егор все видит, читает и даже участвует в полемиках. Вот. Поэтому на этом будем заканчивать. Я думаю, делать или не делать моноэфир. Что-то мне это... я тебя пока слушал, переключился на эту повестку с головой. Хотя идея по Маску вот как бы интересная у нас. Я сейчас подумаю. Вот. Хорошо, друзья, на этом заканчиваем. Этот эфир заканчиваем. Обнимаем, целуем. Давайте вперед. Как говорится, участвуйте в дискуссиях, пишите свои вопросы, и через неделю мы выйдем еще обязательно в эфир. Вот. На этом пишут, не делайте моноэфир. Данил Машак пишет, не делайте моноэфир. Я за это цепляюсь. Вот Данил Машак сказал, и я не делаю. Я не успеваю, пишет Машак. Хорошо. В общем, заканчиваю пока.